Что если человечество действительно однажды столкнулось с чем-то, что не должно было появиться на Земле? Что если однажды среди пустынных равнин произошло событие, которое власти попытались скрыть почти сразу после огласки? Осень 1951 года. Мир только начинает приходить в себя после войны. Люди мечтают о спокойствии, новых технологиях и нормальной жизни. И именно в это время в глухой местности штата Аризона начинается история, которая спустя десятилетия продолжает вызывать споры по всему миру. История Сент-Крика, самого загадочного инцидента своего времени. И самое странное в том, что главную путаницу создали сами военные. Представьте обычного владельца ранчо по имени Томас Грей. После сильной бури он отправляется проверить свои земли и обнаруживает странные обломки. Тонкие металлические пластины, похожие на алюминий, но их невозможно согнуть, порвать или поджечь. Непонятные стержни с символами, которых он никогда раньше не видел. Все это лежит на огромной территории, словно что-то разлетелось после удара. Томас делает то, что сделал бы любой человек того времени. Он идет к местному шерифу. Через несколько часов на место прибывают военные с авиабазы Блэк Ридж. И дальше происходит то, что позже станет причиной десятков теорий. 12 сентября армия выпускает официальный пресс-релиз. Не слух, не газетную утку, а официальный документ, где говорится, что военные обнаружили неизвестный воздушный объект дискообразной формы. Новость моментально разлетается по всей стране. Газеты печатают сенсацию, люди обсуждают пришельцев, кто-то говорит о секретном оружии. Но проходит меньше суток, и армия резко меняет версию. Оказывается, это был обычный исследовательский аэростат. И именно этот момент превращает Сент-Крик в легенду. Не рассказы очевидцев, а сам факт того, что власти сначала заявили одно, а потом внезапно начали все отрицать. Спустя годы появляются бывшие офицеры, которые намекают, что история была далеко не такой простой. Один из них, капитан Ричард Холл, человек, подписавший первый отчет, перед смертью оставляет заявление, в котором утверждает, что найденный объект не был похож ни на одну известную технологию того времени. Конечно, прямых доказательств так и не появилось. Позже власти объяснили все секретной программой высотных аэростатов для наблюдения за военными испытаниями других стран. И это звучало логично, но вопрос так и остался открытым. Почему армия сама заговорила о неизвестном диске? И вот уже много десятилетий история живет где-то между правдой, ошибкой и одной из самых странных информационных катастроф прошлого века. Одни уверены, что это был внеземной объект. Другие считают, что военные просто допустили нелепую ошибку. Но существует и третья версия. Что если человечество действительно столкнулось с чем-то, чего не должно было увидеть? В ноябре 2018 года астрономы замечают объект, который сначала кажется обычным астероидом. Таких объектов наблюдали тысячи, и сначала никто не обращает особого внимания. Но через несколько часов ученые понимают, что перед ними нечто крайне необычное. Объект движется слишком быстро. Настолько быстро, что гравитация Солнца не может удержать его внутри системы. Он не вращается вокруг нашей звезды, как привычные небесные тела. Он просто появляется из межзвездной темноты, проходит через Солнечную систему и уходит дальше. Ему дают название Вега-7, что в переводе с древнего языка исследовательской группы означает «первый пришедший издалека». И дальше начинается самое странное. Ученые пытаются понять, что именно они наблюдают, но объект ломает привычные представления астрономии. Его форма оказывается невероятно вытянутой. По расчетам, он длиннее своей ширины почти в 10 раз. Ничего подобного в Солнечной системе раньше не наблюдали. Но еще страннее было его поведение. Обычные кометы при приближении к Солнцу выбрасывают газ и пыль, формируя хвост. Здесь ничего такого не было. Ни следов испарения, ни облака газа. Но объект при этом ускорялся, словно какая-то сила продолжала подталкивать его вперед. Начались споры. Одни ученые считали, что объект состоит из редкого типа льда, другие говорили о фрагменте разрушенной планеты. Но затем известный астрофизик Даниэль Моррис сделал заявление, после которого интернет буквально взорвался. Он предположил, что объект может быть искусственным. Что если это не природное тело, а нечто вроде светового паруса, созданного неизвестной цивилизацией? Научное сообщество тут же разделилось. Одни называли это спекуляцией, другие говорили, что полностью исключать такую возможность нельзя. И самое неприятное во всей этой истории заключалось в том, что объект слишком быстро покидал систему. Человечество не успело отправить к нему исследовательский аппарат, не успело подробно изучить поверхность, не успело понять, с чем столкнулось. Возможно, люди впервые увидели межзвездный объект искусственного происхождения, и все, что смогли сделать, просто наблюдать за тем, как он исчезает в темноте космоса. Через 2 года история повторилась. Летом 2020 года молодой астроном-любитель Алексей
Воронцов, наблюдая небо через самодельный телескоп в горах Казахстана, замечает странную комету. Сначала кажется, что это обычный ледяной объект, но расчеты снова показывают невозможное. Комета прилетела извне Солнечной системы. Ее траектория гиперболическая, а скорость слишком велика для местных объектов. Так, человечество получает второго подтвержденного межзвездного гостя. Комету называют C/2020 Vesper. В отличие от Вега-7, она выглядит привычнее. У нее есть хвост, облако газа и пыли. Но сам факт остается пугающим. Этот объект миллионы лет летел через абсолютную темноту между звездами и случайно оказался рядом именно с нашей системой. Ученые начинают изучать состав кометы и обнаруживают знакомые вещества: водяной лед, угарный газ, пыль. Почти все то же самое, что встречается у комет нашей системы. И это заставляет задуматься о куда более серьезной вещи. Если в других звездных системах формируются такие же кометы, возможно, там существуют и планеты, похожие на Землю. А значит, и жизнь может быть далеко не уникальным явлением. Но, как и предыдущий объект, Веспер быстро покидает Солнечную систему, оставляя после себя только данные телескопов и огромное количество вопросов. После этих событий астрономы начинают понимать неприятную вещь. Межзвездные объекты, вероятно, проходят через Солнечную систему постоянно. Просто человечество научилось замечать их совсем недавно. И в 2025 году появляется еще один странный объект. Его фиксирует система автоматических телескопов North Sky Array. Ему присваивают обозначение Venanati 3 Atlas. Сначала все выглядит как очередная межзвездная комета, но затем ученые замечают аномалии. В составе слишком много углекислого газа, а поведение хвоста отличается от привычных моделей. Появляются необычные выбросы вещества, которые словно подчиняются внутренней логике. Некоторые исследователи осторожно предполагают, что объект может иметь искусственное происхождение или хотя бы быть изменен неизвестными процессами. Конечно, большинство ученых относятся к таким идеям крайне осторожно. Доказательств нет. Но каждый новый межзвездный объект почему-то снова и снова ломает привычные представления о космосе. И пока человечество пытается понять происходящее, объект продолжает свой путь через Солнечную систему, уходя обратно в межзвездную пустоту. А люди снова остаются с тем же вопросом. Что именно мы наблюдаем? Обычные космические тела или нечто, что пока не вписывается в наши знания о Вселенной? Но еще более странные вещи происходят в масштабах самой галактики. Представьте, что вся наша галактика движется не случайно. Сотни тысяч других галактик летят в одном направлении, словно их тянет невидимая сила. Ученые называют эту область великим центром притяжения. Мы не можем видеть его напрямую, потому что обзор закрыт плотными облаками звезд и космической пыли. Но расчеты показывают, что там находится нечто колоссальной массы. Что-то настолько огромное, что оно влияет на движение целых скоплений галактик. И проблема в том, что привычных объяснений оказывается недостаточно. Да, там есть сверхскопление галактик и огромные объемы темной материи, но полная картина до сих пор остается неясной. Получается странная ситуация. Человечество знает, что движется через космос под воздействием гигантской силы, но не до конца понимает природу этой силы. И чем дальше исследователи изучают Вселенную, тем чаще возникает ощущение, что реальность намного сложнее, чем казалось раньше. Даже черные дыры оказываются не такими, какими их представляли. Некоторые из них не находятся в центре галактик. После мощных космических катастроф они могут быть выброшены в межзвездное пространство и годами дрейфовать в абсолютной темноте. Такие объекты называют черными дырами-скитальцами. Они невидимы. Их нельзя обнаружить напрямую. Ученые вычисляют их только потому, как их гравитация искривляет пространство и влияет на окружающее вещество. По оценкам исследователей, подобных объектов в нашей галактике могут быть миллионы, и большинство из них человечество никогда не заметит. Они просто движутся в темноте без света и сигналов, и именно это пугает сильнее всего. Космос может быть заполнен объектами, которые существуют рядом с нами, но остаются полностью невидимыми. А затем появляются квазары, настоящие энергетические чудовища Вселенной. Это сверхмассивные черные дыры, поглощающие огромное количество вещества. Газ и пыль разгоняются вокруг них до невероятных скоростей, нагреваются и начинают излучать колоссальное количество энергии. Один квазар может светить ярче целой галактики. Из его центра вырываются гигантские струи энергии, способные влиять на формирование звезд на расстоянии тысяч световых лет. Наблюдая квазары, человечество буквально смотрит в прошлое Вселенной, потому что свет от них идет к нам миллиарды лет. И чем дальше ученые заглядывают в космос,
тем более хаотичной и опасной выглядит ранняя Вселенная. Но одна из самых тревожных загадок связана не со светом, а наоборот с его отсутствием. В начале 21 века космические обсерватории обнаруживают область реликтового излучения, которая оказывается заметно холоднее окружающего пространства. Ее называют холодной тенью. Сначала исследователи думают, что это ошибка наблюдений, но новые данные подтверждают аномалию. Возникают разные версии. Возможно, это гигантская космическая пустота, где почти нет материи. Но размеры этой области оказываются слишком огромными даже по меркам Вселенной. И тогда появляется более странная гипотеза. А что, если это след столкновения нашей Вселенной с другой? Некоторые космологические модели допускают существование множества вселенных, которые иногда могут взаимодействовать друг с другом. И если подобное столкновение действительно произошло в далеком прошлом, оно могло оставить след в структуре реликтового излучения. Конечно, это пока лишь теория, но сама возможность подобного заставляет задуматься о масштабе неизвестного. Возможно, человечество видит лишь маленькую часть реальности, а за пределами наблюдаемой Вселенной скрывается нечто гораздо более сложное и странное, чем мы способны представить сегодня. Пока мы смотрим в космос, нам кажется, что мы изучаем далекие звезды. Но чем дальше продвигается наука, тем чаще возникает ощущение, что однажды космос может посмотреть в ответ. Если видео было интересно, поддержите канал лайком и подпиской. А главное, напишите в комментариях, как вы считаете, все эти загадки просто неизвестная наука или нечто гораздо более странное.